Всем привет. Привет! Середина июля, сейчас почти 3 часа дня, и мы спокойно ходим по улицам, спокойно гуляем. Это город Картахена. Кто бы мне сказал несколько лет назад, что можно в июле просто днем болтаться по улицам, я бы не поверила, потому что обычно это время жары. А сейчас 29 градусов, облака, приятный ветер. И вот такое у нас лето. Сегодня мы вам расскажем, как мы здесь его проводим в июле. Да, была волна жары, я это показывала, была жуткая жара. Потом как-то все так, знаете, сдуло, и стала нормальная, комфортная для этого времени погода. Причем я могу сказать, что этот год достаточно ветреный. Это облегчает несколько, сдувает такую жару и влажность. Да, влажность присутствует на берегу, безусловно. Без кондея не заснешь, но сейчас часто бывают такие облачные дни, ветреные дни. Сегодня комфортная температура, и самое главное, было очень комфортно в море. Вот 2 дня плавать комфортно. И, кстати, в бассейне тоже очень комфортная температура. Удивительно для июля, это просто удивительно. Этот год просто радует нас шикарной погодой. Вот сейчас, в принципе, еще нормально, терпимо, нет такого зноя. Бывают знойные дни, а сейчас нормально. Мы пройдемся по Картахене, посмотрим, чем люди занимаются, посмотрим, что здесь хорошего летом. Vamos! Травка по-прежнему зеленая. Тут, кстати, автополива нет. В тени все зеленеет. Смотрите, какая красота. Ну, народу в Картахене сегодня мало. Сегодня воскресенье. И все уехали, конечно же, на пляж. Безусловно. А мы сюда. Кстати, не могу не показать, что сейчас растет, цветет. Красивая природа. Много щебечет попугайчиков. Вот такие красивые фикусовые деревья. Оказывается, вот что у них есть, какие плодики. Вот это красота. Попугаи явно там гнезда вьют, щебечут. Видите, какие облака хорошие сегодня. Шикарная погодка. Сегодня нет туристических лайнеров никаких, поэтому тишина, покой, спокойствие. Такой штиль вот здесь я смотрю на море. Ну, это не факт, потому что у нас там волняшки сегодня с утра. Небольшие, правда. Вот, но все спокойно и хорошо. В воскресенье люди отдыхают. А вот это место здесь одно из самых красивых, на мой взгляд. Такая красота. Такая лесенка. Алексей засмотрелся куда-то. Для пота. Для пота. Самое красивое место. Спокойно, так лесенка. Смотрите, какая красота. Есть немножко ощущение влажности. Ходишь такой немножко влажный, душный. Ощущение есть такое, как будто немножко как в сауне, в предбанничке, там, где есть вода и влага, и тепло. Но на самом деле, конечно, легче, чем обычный июль традиционный. Там в этом году, мне кажется, полегче. Но, тем не менее, ну, немножко влажно все равно чувствуется. Потому что море рядом, поэтому влага, она, конечно, витает в воздухе. Так что, кому тяжело, тем, конечно, лучше там отдохнуть в Норвегии, например, в Финляндии, может быть. Где-то Норвегию, да, я посмотрела. Смотрели. Да, Берген, да? Да, Берген. Летает, да, норвежские авиалинии. Поэтому там, заодно наверное, потренироваться. Рю! там, наверное, фьорды, просто красотища. Сейчас самое время, наверное, там вот проводить в Норвегии где-то, кушать норвежского лососика, вот что-то в этом роде. Здесь, конечно, влажно, душновато, чувствуется так. Поэтому народу мало на улице, просто так. Но комфортно, все равно комфортно, комфортнее, чем в прошлые июле, намного комфортнее.
Давненько мы здесь не гуляли. Вот сейчас идем с Алексеем, смотрим на фасады и удивляемся, что ремонт продолжается. Фасады делают красивые, что-то восстанавливают, облагораживают. Классно. Сейчас я даже посмотрю. О, 14:55. Самый обед. Никого нету. Мало народу. Идем по улочке. Пусто, тихо. Медленно гуляют местные жители. Отдельные туристы. Красота, чистота. Сувенирные открытые лавочки. Очень красиво. Удивительно. Мне Говорят на английском. Внутри, да, все хотят под кондеями. Кстати, здесь мы кофе пили как-то. А, вот здесь можно попробовать аутентичный азиатский кофе. Мы зашли чуть-чуть в магазинчик, охладились. Кстати, сегодня приятно. Сегодня работают косметические магазины, разные парфюмерные, вернее. Сувенирные. Народу очень мало. Много франкоговорящих. Видите, как мало народу на площади. Такая кайфушка. В магазинах кондеи работают. Зашли, охладились немножко и идем дальше. Чисто под ногами. Как-то так. Но при этом всегда головные уборы у нас, водичка у нас с собой. Потому что мы знаем, что такое Испания, что такое лето в Испании. Поэтому мы всегда, чтобы не перегреваться, зашли в магаз. Полезненькие вещички себе купили на лето. Кстати, кто знает, может быть, это сиеста? Алексей, ты знаешь, может быть, это сиеста? Нет, не может быть. В туристическом месте съезд не бывает. Ты хочешь пообедать? Да, смотри, салами 11 евро, 12 евро. Вот сидим, пообедаем. Да что-то вроде неохота. Погуляй пока, я пока поем. Ну ладно, я пошла гулять. Магазинчики работают некоторые закрыты, некоторые работают. Вот здесь можно купить хлебушек, например. Вкус Испании. Посмотрим, что у нас такие праздники. Ну, а это вот здесь указаны, какие мероприятия будут проходить в июле месяце. Вот такой у нас июль. Соответственно, видео с пляжа я вам не показываю. И так все понятно. Мы там плаваем, отдыхаем, загораем, периодически ходим в бассейн. Я говорю не только про нас, я говорю про людей, которые здесь находятся. Кто-то уехал в отпуск, в какие-то другие страны. Но мы все показываем вам здесь, пока мы находимся здесь в июле. Смотрите, сколько нам лайков понаставили, сердечек. Подписывайтесь в Инстаграм, Фейсбук и ставьте нам лайк. Почему некоторые кафешки и рестораны закрыты? Сегодня воскресенье. Казалось бы, можно работать. То ли нету корабля, то ли что-то. Кто-то работает, а кто-то нет. Но магазины еще понятно, но кафешки-то почему закрыты? Некоторые. Очень красиво сделали улицу, вот эту. От солнышка сделали тень. Смотрите, какая красота. По улице идешь, а тут лимончики цветут и спеют. Смотрите, какая красота. Интересно, они настоящие? А запах лимонами. Кто знает, ставьте лайк. Смотрите, какая красивая улица получилась. Это просто шикарно. Туристов мало, она очень чистенькая. Идешь как дома по паркету. Вот так. Сверху тень. Вот такая красивая навес. Здесь отремонтированные, отреставрированные с двух сторон красивые фасады домов. В общем, улица получилась замечательная. Если вы здесь еще не были, удивительно. Если здесь вы еще не были, то, наверное, это будет местечко для вашего посещения. Здесь такая прохлада, ветерок дует, да?
Шикарно, очень красиво. Совсем не жарко. Не жарко. В общем, ходила, я покупала сувениры. Нашла Лешу, он тут занял место в кафешке. Кафешка местная, полупустая. Здесь местные сидят, но кондиционирование, конечно, шикарное. Вот пьем холодную воду, прямо здорово. Потому что, когда на улице гуляешь, так немножко душновато, жарковато. И сейчас мы вам покажем, чем угощают испанцы. Так это у нас все по-прежнему город Картахена. Смотрите, как красиво, уютно. Картины на стенах, часы, такие столики. Ну, народу очень мало. Кондей дует. Классно. Заказали блюдо. Будем сейчас пробовать. Сейчас мы вам покажем. Вот, смотрите, нам принесли. Это что у нас? Кальмары. Калямары. А-ла романо. Значит, мы будем вот поливать лимончиком. У нас два соуса. Я не помню, какие они. Да, бакерон и картошечка. Деревенская. Картофель по-деревенски. Вот такая простая, вкусная, сытная испанская еда. Приятного нам аппетита. Картахенская. Классно. Ух. Тебе чупитос принесли? Да. Ну, в Испании принято, что после того, как поел, нужно принять такой чупитос, чтобы Для пищеварения, спокойно да? все переварилось. Для пищеварения. Мы посидели в кафешке, я сейчас вам покажу, спросили у официанта. Ну, еще сидим, да. Короче, мы увидели вот эту фотографию интересную. И оказалось, что это владельцы этой кафешки. Они с 1938 года, оказывается, находятся в кафе. Она, правда, очень похожа, как на фотке здесь. То есть вот этот владелец, это его дедушка и вот племянник, вернее, внучок, который сейчас продолжает род. Вот так вот в Испании бизнес остается, переходит поколением. Так, ну все, наелись вот на этой центральной улице. Кстати, я хотела вам еще сказать, что скидочки так и продолжаются. Рибах с 50%. Ну и идем дальше. Наша цена. Да, цена 45 евро на двоих. Вот эти вкусные блюда, плюс кофе, плюс чупитос, плюс вода большая, плюс хорошее настроение, музыка. В общем, ну как-то так. А это сувениры. Идем дальше, гуляем, отдыхаем, наслаждаемся воскресной Картахеной. Смотрим красивые балконы, здания, дома. Не грусти, все будет хорошо. На красный свет! Стоп! Нельзя ходить на красный свет. Несмотря на то, что пусто. Свет-то красный. Мы нажали кнопочку и ждем. Ну, тут такие шикарные места, прям можно на троих соображать. Да. Сидеть вот так вот и любоваться вот такими видами, морем, яхтами. Такое вот шикарное местечко под тентом. Такого тента не хватает в Аликанте, по набережной. Ну что, мы прогулялись. Время у нас почти, уже 6 час. Стало немножко жарковато. Солнце Я бы даже сказала, душно, влажно и жарко. Все-таки так, побережье, знаете, не для всех. Кому-то это прямо вообще не подойдет. Мы просто шли в гору, поэтому отдышка такая. Кому-то вообще не подойдет. Сразу скажу, кто не любит духоту и, главное, сильную влажность. Июль-август – это не для вас. Норвегия, там, я не знаю, Финляндия, что-то такое. Все равно приедем и будем купаться в море теплом. Ставьте лайк. А кто Чау. любит жарищу, духотищу, как говорится, милости просим.
То есть можно найти все-таки какие-то варианты, чтобы спокойно отдохнуть. Вот как-то так. Ну все, всем удачи, добра. Чао-чао, пока-пока. Он на раскидку по деревьям. Ага. Ой, здесь хорошо. В тенечке. Прямо классно. Уф, отдышаться. Правда, люди спят вон там. Из дома. Обалдеть. Ну, на земле, потому что прохладненько. Ой, как здорово, в тени деревьев. Зеленые. Классно.